Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, я дарю ритуалы разные, сложные и простые в исполнении, но и те дают очень быстрый и очень сильный эффект. Дело в том, что когда человеку нужна помощь, вот сейчас, сию минуту, ему как бы и некогда, и нет настроения, и нет душевных ресурсов, чтобы сидеть и делать ритуалы долгие, с разными ингредиентами, определенное время. Что, если эта помощь нужна вот сейчас, в данный момент, сегодня, через 2 дня? Обычно ритуалы более сложные в исполнении люди делают, когда уже заговорами добились эффекта, когда уже легче стало жить, у них есть и время, и настроение, и желание, и финансово они могут уже как бы купить те атрибуты, которые нужны для этого ритуала. И уже с удовольствием делают как дополнительное усиление своей связи с миром потусторонним. Ритуалы, конечно, нужны. Заговоры чаще всего, скоропомощники, шепотки, они дают эффект быстрый и именно нацелены на этот случай. Ритуалы укрепляют вашу связь с силой удачи, силой правосудия мирового, дают человеку защиту. То есть они нужны, если вы хотите, чтобы ваша жизнь стала совершенно иной, чтобы вы более ярко ощутили эту жизнь, чтобы убралась вся эта вот религиозная ахинея, которая, по сути, действует как морок, закрывая ваши дороги, не показывая вам очевидного, то вам нужно делать всю свою жизнь, обращаться к силам и получать помощь. И силам нравится, когда к ним обращаются. Это не люди, которые могут устать и говорить: ну, надоело просить деньги, там, славу, имущество, здоровье. Нет, это совершенно иные измерения, и они именно живут за счет ваших просьб. Вы просите, они вам дают, вы радуетесь, питаете их. Вы питаете их, они питают вас и защищают. Так что просите, просите и получайте всю жизнь. Знайте, что вас слышат, и вы можете получить в любое время ваше желание, желаемое. Итак, хочу вам подарить необычный ритуал, связанный с ключом. Я уже говорила, что связанный с ключом вообще очень сильные работы всегда. Потому как ключ – это символ открывания и закрывания какой-либо программы. Ключом можно закрыть болезни, ключом можно открыть судьбу, ключом можно разлучить. Вот ключ и замок, да, бросают на разные берега и говорят. Ну, правда, это не так легко действует. Ну, не весь процесс буду вам говорить. Вот как этот ключ с замком никогда не встретится, так и такой никогда не встретится. Если ключ с замком встретится и ключ откроет замок, тогда они и сойдутся. А до той поры пусть разойдутся и так далее. Вот похожих работ очень много. Настолько ключ имеет сильное значение. Вообще, если делают оберег на замок или на ключ, именно свой личный оберег, семейный, который ты можешь передать своим детям, это всегда заказывали у кузнецов. Я как-нибудь более подробно расскажу, соберусь. Если еще не рассказывала. Я уже не помню, что рассказывала, чего еще не рассказала. Мне кажется, обо всем говорила. Но есть еще другой такой вариант, когда ключ должен быть из драгоценного металла, золота или серебра. Камни там неважно, какие будут. Неважно, какой размер этого ключа, неважно, как он будет выглядеть. Главное, чтобы это был ключ из серебра или золота, который вы будете носить потом. После того, как вы заговорили, вы должны носить этот ключ, пока это дело не решится.
и купаться, и спать с этим ключом. И как только он решится это дело, ну, дальше уже как бы заклинание теряет свою силу, и поскольку уже цель достигнута, то есть он уже не имеет смысла. Можете носить, можете снять. Вот подобные заговоры, они действуют, как я говорю, сиюминутно, чтобы прям сейчас получилось. Ну, вот такой вот симпатичный у меня ключик. Вот, видите, серебряный. Вот. Вот на этот ключ буду начитывать. Но на сей раз вам нужно символически повернуть этот ключ, поворачивая, читать вот так вот. Открываете. Можете вот так вот поворачивать, как будто бы открываете действительно какую-то дверь. При каких таких ситуациях можно применить этот заговор? Вот смотрите. Например, не решается какой-то вопрос в вашу пользу. Не дают вам какие-то важные документы, которые вам нужны, ну, для дела. Не получается у вас там взять кредит, а вам очень нужно, ипотеку оформить и так далее. И даже если вам, например, хочется найти достойную работу, или вам нужна какая-то идея из Вселенной или от людей, или вам нужны, скажем, вот в этот момент отзывы с прежней работы, или вы идете на собеседование, чтобы вас приняли, чтобы вы получили то, для чего пойдете. Берете этот ключ, начинаете, поворачивая вот, ну вот как обычно открывают по часовой стрелке, да, как правило. Ну, может, есть и другие замки, но по часовой поворачиваете ключ в пустом пространстве, как будто открываете какую-то потаенную, невидимую дверь, которая вот, должна стать дверью спасения для вас. Что-то он нечетко выдает, потому что здесь несколько предметов. Вот. Ну, в принципе, это не важно. Главное, чтобы вы поняли суть. И берете и носите этот ключ на шее, пока вопрос не решится. Итак, вот таким образом поворачиваете и читайте. Я сейчас не буду так поворачивать, потому что отвлекусь. Мне нужно вам прочитать. 3 раза читайте и носите на себе этот ключ. Ключ, который у вас уже побывал в других ритуалах, здесь не подходит. Ключи вообще желательно для каждого ритуала индивидуально свои. Даже не желательно, а обязательно. Так что вы можете приобрести таких ключиков полно, они недорогие. Вот из серебра, даже из золота, они очень дорогие особо. И носить. Можно ли носить с другими украшениями? С другими можно, но не в одной цепочке. Ключ на своей цепочке должна быть отдельная. Своя, вот так вот. Поворачивайтесь. Поворачивайте вот таким образом. И 3 раза читайте. И дело обязательно решится в вашу пользу. Даже можете не переживать. Но это нужно делать. Итак, слова следующие. Заклинаю я сей ключ. Ключ от двери спасения, ключ от двери судьбоносного решения, ключ от двери удачи, ключ от таинственной двери. Поверну ключ и открою невидимую дверь. За этой дверью удача и благо. За этой дверью моя награда и успех. Дверь спасения и решения откройся, отворись, распахнись. Мое спасение приди и покажись. Милость судьбы ко мне проявись. Приди через дверь потаенную, через дверь колдовскую, через дверь тайную. То самое чудо, что я так жду, то самое чудо я получу. Ключ магический дверь судьбы открыл, чудо спасения мне подарил. Свершилось, 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 все в мою пользу разрешилось. Пришло спасение, а в придачу удача и везение. Заклято. Это читается в настоящем времени, словно это уже случилось. Еще раз. Заклинаю я сей ключ, ключ от двери спасения,
ключ от двери судьбоносного решения, ключ от двери удачи, ключ от таинственной двери. Поверну ключ и открою невидимую дверь. За этой дверью удача и благо. За этой дверью моя награда и успех. Дверь спасения и решения откройся. Отворись, распахнись, мое спасение приди и покажись. Милость судьбы ко мне проявись. Приди через дверь потаенную, через дверь колдовскую, через дверь тайную, то самое чудо, что я так жду, то самое чудо я получу. Ключ магический, дверь судьбы я открыл, чудо спасения мне подарил. Свершилось, свершилось, свершилось. Все в мою пользу разрешилось. Пришло спасение, а в придачу удачи и везение. Заклято. Ну, 3-й раз я не буду читать, потому что я все-таки не ритуал делаю, а учу вас. И вот так вот поворачивая. И как только вы сказали, наденьте на себя. Можно это провести в любом месте. Можете стать возле окна, возле стены, где угодно. Потому что это ключ, то есть эта дверь, которую вы открываете, она находится в потустороннем измерении. Вы создаете вот эту всю реальность. Вы открываете этот ключ, и ваша проблема открывается. То есть открывается, и оттуда выходит вам, дается вам спасение, одним словом. Ваш вопрос решается. Вы призываете, по сути, определенную силу для благополучия. Всем удачи!